Большинство людей думает, что куриное яйцо состоит из желтка, белка и скорлупы. В общем-то это верно, но строение яйца на самом деле намного сложнее. В нем есть элементы, неразличимые глазом, а есть и такие, которые все видели, но им либо не придают значения, либо просто про них забывают. Любое птичье яйцо, по сути, является клеткой. Это одна гигантская клетка, то есть все, что внутри яйца, не имеет клеточной структуры. Но само яйцо имеет ядро и цитоплазму, как и любая клетка. Таким образом, самая крупная клетка – это яйцо страуса, в среднем около 16 сантиметров. Яйцо является клеткой формально. Фактически, желток является клеткой, а точнее яйцеклеткой. Однако все составляющие части яйцеклетки, органеллы, расположены лишь с одной стороны желтка и занимают незначительное пространство. Остальная часть желтка состоит из протеидов, липидов, насыщенных жирных кислот, холестерина и прочих веществ. Здесь мы видим строение яйцеклетки курицы. Справа в разрезе. Сверху ножка, которая соединяет яйцеклетку с яичником. В ней проходят кровеносные сосуды, питающие фолликул. Фолликул – это внешняя оболочка. На рисунке две внешние линии отграничивают фолликул. Следующая линия – это оболочка желтка. Между двумя оболочками находится жидкое пространство. Поэтому желток может свободно вращаться внутри фолликула. Сам желток имеет слоистую структуру. В нем перемежаются слои желтого желтка и белого желтка. Белый желток откладывается ночью, а желтый днем. В центре находится белый желток. Эта часть имеет форму колбы и называется латеброй. Напротив ножки фолликула расположена зона, лишенная кровеносных сосудов. Это стигма. В этом месте фолликул разрывается при выходе из него созревшей яйцеклетки. Если яйцеклетка была оплодотворена, то в верхней части желтка образуется зародышевый диск. Его иногда можно увидеть в яйце. Из личного опыта могу сказать, что не всегда темные включения в желтке являются зародышевым диском, так как они порой встречаются и в фабричных яйцах, и в домашних, полученных в хозяйстве без петухов. Некоторые люди очень огорчаются, столкнувшись с таким яйцом. Но на самом деле в этом нет ничего страшного. Вполне здоровая курица может снести такое яйцо. В процессе формирования яйца существует достаточно много возможностей для занесения в желток фрагмента другой ткани. В яйцеводе на поверхность желтка накладываются пучки скрученных волоконец, градинки или халазы. Также иногда встречается вариант халадзи. Они удерживают желток в центре яйца таким образом, что зародыш всегда находится сверху. Желток обрастает слоем белка. В нем много воды, до 87%, а также белков и углеводов. Прочие вещества представлены в незначительном количестве. Белок покрывается двумя подскорлуповыми оболочками, наружной и внутренней. Их можно различить в яйце невооруженным глазом. Они состоят из кератиноподобного вещества. Кератин входит в состав, например, волос и ногтей. Поэтому при попытке съесть подскорлуповую оболочку вместе с вареным яйцом, мы сталкиваемся с тем, что ее весьма трудно разжевать. В тупом конце яйца подскорлуповые оболочки расходятся, образуя воздушную камеру. Это пуга. Чем дольше хранится яйцо, тем она объемнее. Все вышеперечисленные слои в итоге покрываются скорлупой, которая состоит из солей кальция, белка и коллагена, а иногда еще и пигмента. На тупом конце яйца в скорлупе больше всего пор, поэтому яйцо дышит в основном через пугу. Скорлупа покрыта надскорлуповой пленкой, кутикулой, которая препятствует проникновению микроорганизмов внутрь яйца, однако пропускает воздух. О строении куриного яйца можно еще много говорить. Здесь я лишь вкратце рассказал об основных его частях.